Сад Сирия Кал. Приветствую вас в серии видеобесед, посвященных духовной традиции сикхи, известной в мире как религия сикхизм. В данном цикле видеобесед, в том ресурсе, в котором вы это смотрите, я буду периодически публиковать разного рода видео, непосредственно посвященные этой теме. И то, что я хочу отметить, так это то, что мы будем обозревать большой спектр тем, и гурбани, и историю, и современные реалии, и современную практику этой традиции, что она из себя представляет. Пройдемся по всему. Мной в записи подобных видеобесед движет прежде всего такое, может быть, неудобное понимание о том, что эти видео просто никто не запишет никогда на русском языке. Именно на вот эти темы никто о них никогда не услышит, если я их просто не запишу. Просто такой ситуации не возникнет, наверное, в этом веке точно. Тенденции к этому как будто бы нет. И это сказано ни в коем случае не в нарекании, не в подстегивании кого-то. Ну, разве что, может быть, кого-то, наоборот, смотивирует, да, из единомышленников тоже присоединяться, тоже делиться своим опытом, своим пониманием, своим анализом. Но, тем не менее, я понимаю, что тот спектр вопросов, который мне довелось исследовать, скажем, более случая, более особенностей моего пути, можно прожить, скажем, жизнь, да, даже в таком сикхском модусе, и все равно этих вопросов не коснуться, и не найти на них ответа, и не найти, может быть, даже людей, кто на них бы составил какой-то обзор, анализ и прочее. Другая моя мотивация состоит в том, что, на мой взгляд, сама традиция сикхи, да, в ее аутентичном виде, в моем понимании, сложившемся ее аутентичного вида, она исчезает. И исчезает она не так, как вы думаете. То есть сикхов в мире достаточно много. Весьма большое количество сикхов, да, живет на планете Земля. 5-я по численности религия. А так с виду она никуда не исчезает. Но исчезновение состоит в том, что внешне традиция остается, внешне все еще присутствуют люди с тюрбанами, бородами, некоторыми внешними атрибутами, но сама суть, само знание этой традиции, сам гьян, как говорят тоже собратья и сосестры, да, по традиции, он из традиции начинает стремительно уходить, блокироваться, и традиция, к сожалению, превращается в некоторого рода религиозный формализм. Читай какие-то тексты вслух, там желательно побольше и поскорее, да, надо их прочесть. Ходи в Гурудвару, скажем, в сикхский храм, да, в своего рода сикхскую церковь, да, и вот будь хорошим человеком. В общем-то, и все. И надо сказать, что действительно сикхи – это не традиция, в которой существует какое-то невероятное, сложное, детальное мироописание или какие-то такие вещи, да, какие есть в некоторых других традициях. Например, в некоторых индийских или абрамических в том числе. Нет, традиция действительно ставит особый упор на реализацию человека, на то, что вот на самом деле есть некоторый необходимый минимум, да, и не стоит его недооценивать. Стоит ему сперва уделить некоторое внимание, уделить внимание своей собственной, назовем да так, душе или разуму, тут кто уж как называет, да, своему уму, своей внутренности, назовем это так. И
дальше уже подлинное знание будет открываться человеку, да, о чем-то духовном. Необходимо сперва стать на ступени обыденной реальности, да, чтобы подняться в реальность высокую, возвышенную, да. Но если как бы встать сперва на некоторую ступень из иллюзий, да, на некоторую ступень из чего-то воображаемого, то можно оказаться в великой галлюцинации, скажем так, да, и вовсе не в чем-то духовном. Есть действительно такие особенности сикхи, но тем не менее гьян, знание, мировоззрение, философия, да, какой-то такой практический аспект, он там тоже есть. И, увы, хотя многие сикхи, они могут быть друг с другом не согласны в частных тезисах, да, о чем-то, но большинство сикхов, которые неравнодушны к своей традиции, они замечают такую проблему, что, в общем-то, значительному количеству людей собственная традиция, она перестает быть как-то интересна, она им непонятна, они к ней никак не интересуются, и, ну, назовем это так, определенные институты главные, да, которые руководят непосредственно всеми этими сикхскими процессами, они тоже с современными сикхами критикуются по большому ряду причин. Ну, может быть, вы скажете, что все то же самое верно и по отношению к многим современным, да, традициям, религиям и прочим, но здесь есть кое-какая деталь. Я выделю, пожалуй, две детали. Первая деталь – это то, что сикхи или сикхизм сравнительно молодая традиция. То есть ее сам основатель, он родился в 1469 году. И ее следы ее реальности, следы ее сущностного содержания, они все еще хранятся, они все еще присутствуют, да? Но они стремительно заметаются. Прям стремительно заметаются следы. Стремительно все подменяется. Гуру Нанака также уважают. Гуру Нанак – это основатель, собственно говоря, сикхи, сикхизма. Его уважают. Гуру Нанак, да. Но Гуру Нанака создают своего Гуру Нанака, который удобен, да, под те или иные реалии. Да. Этого Гуру Нанака крутят и вертят, назовем это так, да, вот. Того, которого люди себе создали, да. И другая составляющая заключается в том, что так вышло не путем некой естественной деградации, да, вот Кали-юга, там, да, вот все вот эти моменты, живем в такой век, там, деградация, ну, там, да. Нет, в случае сикхи наблюдается очень активное вмешательство в традицию со стороны инородных, назовем это так, элементов, да, и попытки эту традицию всячески изничтожить. И эти способы бывают очень креативными, в том числе путем вот нахваливания этой традиции, да, составления абсолютно вымышленных историй, которые несут внешне такой характер таких комплиментов, таких вот возвеличиваний там, Гуру Нанака, других гуру, но в своей сути они несут прямо противоположное послание тому посланию, которое Гуру Нанак действительно нес. Да. И очень много когнитивного диссонанса присутствует, скажем так, в этой традиции, в ее современных проявлениях, я бы так сказал. Да. И такое положение, оно отнюдь не некое естественное, а положение, которое образовалось, скажем так, не без помощи влияния сторонних сил. Что я хочу вам отметить? Если мне удастся изложить некоторый базис, и вы сможете его понять, то это будет очень здорово. Целевая аудитория, вот кому я это записываю, да, это вот представляя себе, это просто кто угодно. В общем, кто угодно. Да, кто угодно. Я просто записываю эту серию видеороликов, чтобы
они существовали. Это вот такая главная на самом деле задача. И я скажу вам, что я постараюсь быть аккуратен в выражениях, в тех топиках, где трудно выражаться как-то как-то очень эстетично, назовем это так. Что я еще хочу добавить? В странах СНГ сикхи или сикхизмом интересуются, соответственно, две группы людей в основном. Может быть, есть еще третья тоже группа людей, которая не является просто ни первой, ни второй группой. Это исследователи или востоковеды. Но я скажу про первые две группы здесь. Первая группа – это кундалини-йоги из стран СНГ. Из стран России, Украины, Казахстана, Белоруссии. Это люди, которые практикуют традицию кундалини-йоги и почитают йоги Баджана как наставляющего мастера этой традиции, который уже покинул мир, да, и так далее. Это первый пласт людей, кто может интересоваться такой темой. Такому пласту людей надо сказать, ну, в общем-то, как и всем остальным людям, что, конечно, какие-то вещи, которые я скажу, они могут как-то вас дестабилизировать, может быть. Но вы знаете, что я, вот скажу вам честно, да, я стараюсь здесь передавать непосредственно как бы информацию, да, то есть информацию, знание некоторое, перспективу обзора. Если вы хорошо над собой работали всю свою жизнь, да, ну, допустим, вы что-то понимали не так, как оно есть, да, это не обесценивает ваш труд над собой, что вы там шли абсолютно какой-то не той дорогой, потратили время своей жизни напрасно, все практики напрасно, оказывается, все. Да. Особенно если вы там еще будете читать Гурбани, да, вот прям читать, вникать, да, у вас могут возникнуть какие-то моменты, они могут возникнуть справедливо, могут возникнуть из-за некого неверного тоже местами понимания. Но я вам просто это говорю, что не надо беспокоиться, будь это я, будь это кто-то еще, если так оказывается, что какие-то вещи вы понимали неправильно, и, может быть, таких вещей было много, ну, неправильно вот по, скажем, оценке того человека, который вам это говорит, я при этом не считаю, что вот, ну, человек, он определяется тем, что он знает. Человек определяется тем, кто он есть. Да, скажем так, прямо. Да. Можно понимать какие-то вещи или не знать каких-то вещей, вот, ну, вот просто, ну, вот не знать. Вот так вот, ну, не случилось, да. И, ну, ничего в этом страшного нет, да, если у вас всегда жила ваша совесть, ваша пробужденность натуральная, да, и вы всегда как-то искренне старались, вот, в общем, там, не знаю, практиковать кундалини-йогу, там, читать джапджи, да, текст, который написан и принадлежит Гуру Нанаку. Но там, оказывается, не так читали как-то или неправильно понимали, не те переводы. Ну, вот не стыд задачи у вас как-то в этом уязвить или как-то вас обесценить, ваш опыт, да. Ни в коем случае нет. Но эту тему просто придется поднять. Придется поднять ряд некоторых тем. Если вы вторая, да, категория людей, переходим ко второй категории людей. Это вот сикхи, да, русскоязычные, которых немного, и, по-моему, я даже всех, ну, удаленно, кого-то неудаленно знаю, да, вот лично. Тоже, увы, да, придется так коснуться некоторых вопросов, которые могут быть в том числе, да, как-то так выглядеть, как будто вот я, может быть, пытаюсь вот, обсуждая те или иные положения, тем самым, да, затронуть или уязвить некоторых авторитетных для вас фигур. Ну, может быть, ваших вот некоторых таких, скажем, наставников в сикхизме, ну, каких-то, да.
То есть я не буду здесь особо, ну, где это уместно я буду, но это вот не ваш случай. Я буду упоминать какие-то конкретные вот положения, практики, явления, да. И буду говорить вот в такой манере, что вот так вот как бы было бы правильно. Почему? Потому вот так и так это можно проверить, да. А вот так вот это странно или неправильно, или что-то новенькое. Это точно не что-то вот, такое оригинальное, да. Не то, что присуще сикхи или сикхизму в его чистом таком проявлении. Причем чистом вот на простом, понятном, проверяемом уровне. Да, вот. Далеко ходить надо, понятно. Да. Там могу кое-какие вещи отметить, и они могут так вот выглядеть. Так может оказаться, что фигуры для вас авторитетные, они как раз таки эти практики или эти рекомендации вам и давали. И вы эти вещи очень сильно ценили, может быть, да, они были для вас очень дороги, и вообще как бы никаких сомнений в них не было. И, ну, как же, ну, о чем идет речь вообще, да? Такое может возникнуть. Здесь можно сказать то же самое, что уже было сказано. Я не считаю, что человек, он определяется вот там своим исследовательским исключительно опытом, своим опытом, так сказать, владения информацией. Сикхи – это традиция внутреннего изменения, внутреннего совершенствования, работы над собой и прочее. Снова, скорее всего, вы просто, если вы добрались до этих видео, вы просто никогда ни от кого это не услышите и не узнаете. Так вот просто у вас не возникнет такой ситуации, потому что, чтобы об этом узнать, нужно либо оказаться в таком кругу сикхов особом, где эти темы обсуждаются, а это очень редкий круг сикхов, с которыми тоже нужно еще как-то наладить язык, да, потому что как человек не, так сказать, не из Индии, да, не панджабец, да, западный человек, назовем это так, ну, кто там будет вам что-то там как бы сильно стараться рассказывать. Да? Нужно либо исследовать это, либо вот дружить с этими людьми, чтобы они вам это рассказывали, доказывали, описывали, да. Либо все вместе, либо одно из двух, да. Либо самим как-то все это дело лопатить, исследовать, переваривать, устаканивать, жить, потом ждать, потом пока понимание какое-то придет, может уйти много времени. Я вам эту задачу несколько так упрощаю. А может быть даже и не вам, собственно говоря, а может быть людям, которые когда-то для себя обнаружат в некотором будущем на руинах апокалипсиса такие видео и смогут тоже разобраться для себя в этой традиции. Для людей более интуитивного, скажем, склада, будь это сикхи или кундалини-йоги, вы можете, если вы человек интуитивного, если вы человек больше интуитивно эмпатического типажа, да, человек такой, который ищет какое-то состояние и ищет людей, у которых он мог бы этому состоянию как-то обучиться, да, обучиться этому состоянию. Есть такие-то люди. Ну, я сейчас говорю и про кундалини-йогов, которые могли бы это видео увидеть, либо про сикхов, которые могли бы увидеть это видео, либо про третью группу людей какую-то. То я не предлагаю вам свой образец своего состояния, если что, да, чтобы вы как-то... Нет, я на всякий случай хочу это тоже обговорить, что здесь я буду рассматривать и акцентировать прежде всего понимание предмета, да, то есть совершенствование в понимании предмета, показать вам некоторую, ну, на своем примере, манеру о том, как можно рассуждать и смотреть на некоторые реалии сикхизма, как можно к ним подходить, да, в чем сикхи все-таки заключается, да, в чем оно скорее не заключается, да, вот так можно сказать. Снова с заявленной целью того, чтобы вот эта драгоценность, она, ну, скажем, попытаться приумножить вероятность того, чтобы сикхи в его чистом виде, пока еще свежи следы, ну, как-то сохранилось в мире. И на всякий случай тоже вдобавок к этому введению дополню, что
При рассмотрении таких тем всегда существует некоторая вероятность, как я уже сказал, кого-то уязвить, и многие люди в целом в таких узкоспециализированных топиках, и когда мы говорим вообще про, например, выходцев из СНГ, назовем это так, существует такое вот конкурентное мышление у людей, да, что кто-то как будто хочет над кем-то всегда как-то там кого-то вот, ну, я думаю, ну, вы понимаете, да, вот кого-то как-то там, я выше, я круче тебя, я лучше тебя, я больше тебя знаю, я там дольше где-то жил, там, я дольше вот это там изучал, там, я вот такого, вот у меня такого, ну, как бы нет момента, такого вот у меня, ну, такой мотивации нет. У меня есть действительно такое желание представить предмет в более освещенном свете, как бы так сказать, в более освещенном виде. Некоторые слепые зоны осветить, осветить некоторые вещи, которые не освещаются здесь. И ни в коем случае не выступать для вас в роли какого-то наставника или какой-то фигуры, или не, я не противопоставляю себя вашим, вот, скажем, авторитетным для вас лично фигурам, которые стали для вас авторитетны, и не пытаюсь занять их место вот в вашем сознании, да, то есть такой у меня идеи тоже нет. У меня, если у вас такая вот есть необходимость, чтобы, ну, в вашей жизни были такие фигуры, то э, здесь, да, я пытаюсь просто представить Гурбани и Сикхи в более освещенном виде, потому что Сикхи это Сикхи Агур Вичар, да. Понимание мудрости гуру, Гурбани, послание Шабда, послание в том числе истории и определенный гьян, определенное понимание, определенный вичар, какое-то самоисследование, да, исследование реальности, исследование хукама, исследование жизни, да, на пробном камне ее законов, таких, скажем так. Если очень коротко, да, вот дать такую формулировку, сикхи, да, это что-то про ученичество. Поэтому еще раз здесь я постараюсь в первую очередь реализовывать эту задачу, а не передавать некоторый свой пример, да, не рассказывать свою какую-то просто историю здесь, да, как бы подавая это за какой-то вариант для всех, да, вот, какую-то истину там, прочее. Ну, вот. Это отдельный жанр, мне есть тоже чем поделиться, может быть, иногда буду чем-то таким делиться, но, может быть, в отдельных рубриках, да, где это будет уместно. Мне прежде всего хотелось бы именно вот эту задачу освещение, да, этой традиции в ее все-таки более подлинном виде, насколько этот подлинный вид возможно установить сейчас, во времена, когда одновременно стало очень много информации доступно, но одновременно и дезинформации стало тоже очень много доступно, а следы более подлинной информации, да, они порой теряются. Да. И мало таких вещей на английском языке, очень много есть на панджабе такие вот моменты, да. И я так вот, знаете, заметил, что сикхов, если хотите, сикхов в прошлой жизни, если вы верите, да, в это. Является ли вера в прошлой жизни и в будущей жизни, ну, то есть инкарнация частью сикхи, мы с вами тоже поговорим, да, является или не является. Я заметил, что на самом деле сикхов вот, очень много на планете Земля, но не все люди знают, что они сикхи. И это не приглашение вот, в религию, это не приглашение в какую-то секту сейчас было, это не мессианство. Это просто замечание, что существует значительное количество людей с действительно сикхским восприятием, с действительно сикхскими ценностями. И такие люди могут быть и атеистами даже, потому что они по-своему чтят законы этой реальности, да, очень. Ученые какие-то, даже атеисты, которые тоже стараются жить очень совестно и познавать реальность на пробном камне Хукама. И
и люди, которые немножко другие, да, там, которые могут быть там духовными, религиозными и прочими, да, людьми. Или быть знаете, такими вот свободными художниками, да, как бы так сказать, вольными мистиками, так я могу это называть. Ну вот люди, которые не признают, например, никаких авторитетов, никаких людей, никаких там учителей, да, не понимают этого. Все какую-то чушь несут. Все какую-то чушь несут, да. Я не могу. Хотелось бы, но я не могу себе позволить. Вокруг, ну, одни идиоты, одни лжецы и коммерсанты. Коммерсанты, да. Что все пытаются продать. Хочется свое мнение составить о предмете, самому как бы своей головой или самой своей головой решить, понять, оценить, испытать и там уже как бы разбираться, да. Не примыкать там к какой-то там группе каких-то последователей или что такое, да. Вот это тоже для таких людей. Я о таких людях подумал. Я о таких людях тоже хочу позаботиться. Потому что, знаете ли, уже достаточно сделано для людей, которые хотят знакомиться с вещами поверхностно. Как-то. Ну, даже с такими вещами. Ну, если кто-то хочет поверхностно познакомиться, чтобы составить какой-то, знаете, видеоролик на ютубе, там человек обозревает все религии, традиции, там по 5-минутным роликам, да, делает какие-то общие вещи, там понатыкал, вот так вот, да. Много миллионов просмотров, классно, никто ничего не понял, не запомнил, в одно ухо вошло, другое вышло, как-то что-то там, да, вот, ну, для общей эрудиции сойдет. Ну, вот для таких людей сделано много, очень много. С запасом хватит, да. Очень много сделано. А вот для других людей сделано очень мало. Поэтому моя как бы сева, да, она в том числе и в этом пролегает. Так что на этом пока что я заканчиваю свою вводную часть. Сад Сириакал. В следующих видеочастях мы продолжим наши беседы.